Когда в городе пахнет мускатным орехом, воспринимайте это как предупреждение. Автор Like I Did. Часть 2. Я живу в местечке под названием Тетлтоу, месте полном тайн, где смерть пахнет корицей, а жизнь — мускатным орехом. Все здесь находится в идеальной симметрии. Одна порция страха и одна порция счастья скормлены идеальному послушному гражданину. Все идеально сбалансировано, чтобы гарантировать, что местные жители будут выполнять свою работу на благо общества. Но на какое благо? Это то, что знают только члены городского комитета. Это тайна, но давайте будем честными. Здесь никто и не спрашивает. Дело не просто в том, что они боятся умереть. Конечно, никто не верит, что именно они будут наказаны. Невежество может творить чудеса. И до тех пор, пока страх не вытеснит счастье, нет необходимости что-либо менять. Как я уже сказала, жизнь может быть довольно идеальной. Хотя для этого и требуется некоторая дисциплина, ведь, будучи окружённым всеми возможными товарами, ты ничего не можешь купить. Честно говоря, запах чудесных творений миссис Холли, вероятно, больше всего заставлял меня сомневаться в наших обычаях. Как они могут принуждать меня быть окружённой самыми вкусными вещами в мире, но запрещать мне их попробовать? При одной мысли о них у меня начинают течь слюни. Иногда я даже мечтаю о её шоколадных булочках, приготовленных из самого лучшего тёмного шоколада, который я когда-либо видела. Они пахнут как чистая удача. Я не могла перестать думать о лимонных батончиках, которые мы приготовили на днях, о том, как миссис Холли медленно намазывала цедру этих ярко-жёлтых лимонов на горячие сочные батончики. Лимоны растут на одном из многочисленных лимонных деревьев Тетлтоу. Большая часть фруктов экспортируется в некоторые близлежащие города, но некоторые из них отправляются в пекарню, чтобы потом стать сладкими угощениями. Здешние садовники должны быть очень талантливы. Цитрусовые плоды сияют даже ярче, чем цветы. Неудивительно, что миссис Холли надевала перчатки, когда готовила их. О, вы даже не представляете, какие кексы она делает. Я бы умерла за то, чтобы попробовать хотя бы один из её чудесных товаров. Но я бы буквально умерла, если бы сделала это. Со сломанной рукой от меня было мало пользы для миссис Холли. В основном я просто приносила ей ещё муки с полки или включала духовки. Работа стала ужасно скучной, но я продолжала приходить каждое утро до восхода солнца. Я надевала фартук и садилась на стул, ожидая, когда миссис Холли даст мне новое задание. Много раз мы просто болтали или пили чай. Я не могла поверить в свою удачу, особенно после того, как я услышала, на какую работу были назначены некоторые дети из моей округи. Магнолия Марбл начала работать в магазине кукол. Заведением управляет пожилой джентльмен, который в одиночку создает каждую куклу, которая потом экспортируется детям по всему миру. Мне не очень нравится туда заходить, там пахнет хлоркой, а куклы, наверное, единственные товары, которые я никогда не хотела купить или даже держать в руках. Они самая жуткая вещь, которую я когда-либо видела, а я повидала немало странных вещей. Их сходство с настоящими детьми просто поразительно. Вам может быть интересно, что Магнолия должна делать в магазине, если кукольник — единственный, кто отвечает за производство. Ну, она должна ходить по городу и собирать предметы, чтобы сделать кукол как можно более реалистичными. Одна из её обязанностей — собирать волосы или другие необходимые части тела. Это удача, если она найдет немного волос в парикмахерских. Ей всего лишь нужно подобрать их с пола. К сожалению, часто попадаются взрослые волосы, а они слишком густые или секущиеся для куклы. Поэтому ей часто приходится стучаться в двери разных семей, в основном многодетных. Как вы можете себе представить, родителям не часто это нравится. Но если она не раздобудет достаточно волос, кукольник рассердится на неё. Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, по крайней мере у Магнолии никогда не возникнет соблазна взять что-то из товаров, которыми она окружена. Кукольник использует волосы, иногда зубы и даже ногти. Но только те, что выглядят достаточно приятно. А потом он превращает их в то, с чем, я надеюсь, вы никогда не столкнётесь в своей жизни. Если вы когда-нибудь видели куклу, от которой волосы у вас на затылке вставали дыбом, куклу, которая, казалось, излучала чистое зло, куклу, которая заставляла вас сомневаться в собственном здравомыслии, то она, скорее всего, была произведена в кукольном магазине
Тетлтоу. «Вы слышали новости? Миссис Мастерс скоро родит ребенка. Он даже может родиться сегодня», — сказала я миссис Холли, которая готовила какое-то тесто. В тот момент, когда эти слова слетели с моих губ, металлический венчик миссис Холли выскользнул из ее рук и громко ударился о пол пекарни. Тесто расплескалось повсюду. Я быстро поднялась, чтобы взять венчик и прибраться. Миссис Холли не двигалась. Добрую минуту или две она просто продолжала смотреть вдаль. Она выглядела одновременно испуганной и сердитой. Потом я вспомнила, как она потеряла всех своих детей и почувствовала себя ужасно, упомянув, что кто-то другой вот-вот станет матерью. Это должно быть особенно болезненно для нее, и все же она должна быть той, кто наполнит город запахом мускатного ореха для новорожденного. Я могу только представить, какая это должно быть пытка. Размышляя об этом, я задавалась вопросом, как возникла эта традиция с мускатным орехом. Я знаю, что она пытается перебить запах смерти, когда печет что-то с корицей, но нет никаких причин перебивать запах новой жизни, верно? Это настоящий праздник. Может быть, это часть того рецепта, который делает людей счастливыми. Мускатный орех содержится во многих праздничных блюдах, так что, возможно, именно поэтому он всем нравится. «Простите», — пробормотала я, прибравшись. «О», — миссис Холли покачала головой, как будто приходя в себя. «Почему ты извиняешься, дитя?» — засмеялась она. «Это замечательные новости. Ребенок — это так мило». Ее слова были ласковыми, но то, как она говорила, звучало невероятно неискренне. Моя мама тоже сказала, что это замечательно. Она неоднократно говорила, что Мастерсы просто благословлены. Думаю, потому что у них и так уже дюжина детей. И они планируют завести еще больше. Некоторые люди просто не могут насытиться, не так ли? Мелодичным голосом произнесла миссис Холли. Ну, а я нет. Если честно, я вообще не думаю, что хочу иметь детей. Она улыбнулась мне с тем печальным выражением, которое было у нее, когда она сломала мне руку. «Ты знаешь, что это значит, Дебора? Нам нужно печь. Будь добра, сходи на рынок и купи нам мускатного ореха. Столько, сколько сможешь найти. Упомяни, что они необходимы для пекарни. Судя по внешнему виду миссис Мастерс, она, возможно, даже ждет двойню. Я подумывала о том, чтобы сделать несколько пряничных человечков. Здорово, да?» «Звучит неплохо, но сейчас не Рождество. Куда их отправят?» — спросила я. «Мы никуда их не отправим. Они для родителей», — ответила она. Я не была уверена, что могу спросить, но это действительно прозвучало очень странно. Я начала хмурить брови. Миссис Холли поймала мой взгляд и нервно рассмеялась. «Я знаю, о чем ты думаешь. Наша выпечка не предназначена для жителей Тетлтоу. Однако есть одно небольшое исключение. Новоиспеченные родители всегда получают много корзин полных подарков. Хороших, которые никто другой не может получить. В том числе они получают кое-что, сделанное мной». По пути на рынок я не стала снимать свой фартук. Все, что было на рынке, раздавалось бесплатно. Это были товары, которые нам разрешалось потреблять. Однако некоторые продукты были более редкими, чем другие, и миссис Холли подчеркнула, что ей нужно как можно больше мускатного ореха. Наличие фартука придало мне больше доверия. В конце концов, все знали и уважали пекарню миссис Холли. В тот день народу на рынке было особенно много. Горожане Тетлтоу ходили от прилавка к прилавку, наслаждаясь всеми новыми товарами, которые появились на полках. На рынке было все, от изысканных напитков до вкусной еды, игрушек для детей, одежды и всего остального, что вам может понадобиться. Но у меня была своя цель, поэтому я не стала останавливаться ни у одного другого прилавка. «Мускатный орех или корица?» — спросил парень, продающий специи, когда я подошла к его киоску. Я думаю, он заметил мой фартук. «Мускатный орех!» — воскликнула я. «Слава богу!» Он вздохнул и рассмеялся. «У меня закончилась корица, а в последнее время люди немного плохо себя вели». Он подмигнул мне и протянул маленький бумажный пакетик с мускатным орехом. «Я не думаю, что этого будет достаточно», — сказала я. «Этого более чем достаточно, девочка. Слишком много мускатного ореха может одурманить. И если съесть слишком много, тогда миссис Холли скоро понадобится еще корицы», — шутливо сказал он. Я пожала плечами. Миссис Холли сказала, что мне нужно как можно больше.
Очевидно, у них будут близнецы. Продавец специй недоверчиво покачал головой, собирая весь мускатный орех, который у него был. Миссис Холли пекла весь день. Она прекратила производство любого мучного изделия, только пряничные человечки поочередно появлялись из духовки. Вентиляционная система распространяла аромат по всему Тетлтоу. В тот же день миссис Мастерс родила. Миссис Холли была права, у нее были близнецы. Она упаковала пряники в большую красивую корзину и попросила меня отнести их Мастерсам. По дороге к их дому я встретила Магнолию, и она попросила меня пойти с ней. Ей нужны были волосы. «Мастерсы обычно позволяют мне брать столько, сколько я хочу. Так мне еще больше жаль этих детей, но я должна делать свою работу, понимаешь?» — сказала Магнолия с беззаботным выражением лица. Работа в кукольном магазине закалила ее. Она была моим самым оптимистичным другом. «Почему тебе так жаль этих детей?» — спросила я. «Ну, я была у них дома пару раз, и мне всегда хотелось сразу же уйти оттуда. Они из тех людей, которые рожают детей для получения льгот». «Ты имеешь в виду подарки?» «Угу. Хотя я все понимаю. То, что они получают, намного лучше всего, что есть на рынке. Это способ заставить родителей рожать новых детей для Тетлтоу». Также она стала гораздо более скептичной. «Тш, Магнолия», — прошептала я. «Не втягивай нас в неприятности». «Да ладно, Дебби, это же общеизвестно. Никто на самом деле не хочет иметь здесь детей. Те, кто это делает, просто бессердечны или не знают лучшего». Когда отец семейства открыл дверь, я подумала, что Мастерсы принадлежали к той, первой группе. Его взгляд упал прямо на корзину, и он оттолкнул своего 5-летнего сына, который потянулся за пряничными человечками. Он отшутился и открыл дверь пошире, чтобы мы могли войти прямо внутрь. «Просто положи это на тот стол, дорогая. Магнолия, если тебе что-то нужно, у Джо в последнее время выпадает все больше зубов. Сегодня только волосы, мистер Мастерс. На данный момент у нас более чем достаточно зубов». Она бросила на меня полное отвращение взгляд и пошла наверх. Это заняло всего несколько дней. Первым был мистер Мастерс. Никто не говорил о его смерти, но я уверена, что это было болезненно. Вскоре после этого умерла миссис Мастерс. Хотя я не думаю, что их дети были слишком опечалены этим. Судя по тому, что я увидела в их доме в тот день, эти дети уже давно не видели настоящего счастья. Не с такими жадными родителями, как у них. Я не уверена, подозревает ли кто-нибудь миссис Холли и ее выпечку. Я даже не уверена, знает ли Мэри об этом, или, может быть, они знают, но им все равно. Мастерсы уже родили достаточно детей, которые тоже родят детей, все увеличивая население. Однако это заставило меня увидеть миссис Холли в новом свете. Эта милая старушка все время удивляла меня, но в то же время она по-прежнему самая загадочная женщина, которую я знаю. Я задавалась вопросом, сделала ли она это назло. Вы могли бы подумать, что она сделала это потому, что потеряла всех своих детей, в то время как у этих людей было их много. Но я знаю миссис Холли, и это было бы не в ее стиле. Она знает, что привязана к этому городу и справляется с этим по-своему. Но это лишь мое мнение, я бы никогда не осмелилась спросить ее напрямую. Они говорят нам, что есть счастье и страх, и ничего между ними. В Тетлтоу смерть пахнет корицей, а жизнь — мускатным орехом. Но теперь я знаю, что иногда ароматы смешиваются.